Здравствуйте! По моему мнению, не найти лучшего материала для копья, как коренная рессора от Волги. С ней я и буду работать. Для начала ее нужно отжечь, чтобы выпрямить, да и вообще, чтобы было легче работать. Засыпаю угли и разжигаю костер. Теперь остается созерцать, как горит огонь, и ждать полного остывания мангала. Рессора остыла и готова к работе. С десяток ударов кувалды сделали ее относительно прямой. Из миллиметрового пластика, другого ничего не оказалось под рукой, вырезаю лекало будущего клинка. Лекало обклеил малярным скотчем, вырезал по форме и переклеил на заготовку, затем покрасил из баллончика краской. Когда краска высохла, снимаю малярный скотч, теперь буду вырезать по этой форме. Болгаркой обрезал максимально близко к контуру. Теперь зажимаю в тиски и зачистным диском довожу форму. Готово. Более деликатную доводку сделаю позже. Сперва нужно отсверлить крепежные дырки и доровнять горизонт клинка. Выровняв клинок, насверлил дырки. Клинок покрасил в черный цвет, чтобы четко было видно геометрию. Довел на наждаке до идеала. Белым маркером размечаю форму спусков с обеих сторон. Зажимаю в тиски и делаю спуски, также зачистным кругом. Должно получиться примерно так. На наждаке ровняю спуски и делаю режущую кромку толщиной 1,5 мм. Затем лепестковым диском зернистостью 40 грит убираю все углы. Закалка. Подготовил емкость с отработанным маслом и подвесил клинок. Горна у меня нет, поэтому пришлось импровизировать. Нагрел масло до кипения и принялся за клинок. Разогрел до 770-800 градусов. Это вишнево-красный цвет. На всех мониторах отображение цвета разное, поэтому не стоит ориентироваться на цвете именно в этом видео. Достигнув нужной температуры, опустил клинок в масло. Клинок остыл. Проверяю его геометрию, чтобы нигде не повело, и на 2 часа для отпуска в духовку при температуре 300 градусов, также с медленным остыванием. Древко копья будет из ясеня, как делали в далеком прошлом. Ясень дерево очень гибкое и при этом прочное. Клинок копья по форме очень похож на лист, и я решил не обходить этот факт стороной и добавить немного эстетики. Итак, перманентным маркером нарисовал форму и отправился травить клинок методом электролиза. Как это делать, вы можете посмотреть в одном из моих выпусков. Получилось очень красиво. Одно дело держать идею в голове, другое держать ее в руках. Древко. Материал ясень, длина 2 метра. Толщина хвостовика клинка 7 мм. Древко зажимаю между двух досок, размечаю посадку клинка, в конце сверлю отверстие и выпиливаю локтиком. Делаю примерку и сверлю отверстие. Снова все примеряю. Древко обжигаю до черна и растираю грубой тряпкой, удаляя уголь. Таким образом получается красивый цвет и фактура. Древко отлично высушено. Чтобы защитить его от влаги, жирно натираю воском. Прогреваю строительным феном, чтобы воск глубоко впитался. Излишки удаляю и полирую. Древко надежно защищено. Теперь осталось собрать все вместе. Сборка.
Предварительно покрасил клинок в черный цвет. Подогреваю эпоксидную смолу на водяной бане и наношу на внутреннюю часть. Вставляю клинок и стягиваю винтами. Крепко стянув винты, жирно мажу эпоксидной смолой до тех пор, докуда будет обмотка шнуром. Дальше начинается самое интересное. Я понимаю, что забыл купить резиновые перчатки. Шнур белого цвета, нужно сделать его черным. Краска не вариант, так как со временем выгорит. Беру сажу и натираю шнур. Шнур готов. Подгибаю кончик и начинаю обмотку, виток к витку, постоянно держа небольшую натяжку. Кто-нибудь знает, почему, когда руки по локоть в грязи, очень сильно начинает чесаться нос? Дойдя до клинка, снова тщательно промазываю эпоксидной смолой. Продолжаю намотку в обратную сторону. Закончив с обмоткой, фиксирую шнур и все промазываю смолой, заклированной сажей. Готово. Пока смола не застыла, сразу убираю излишки тряпкой и оставляю на сушку. Пятка. Так как дерево сильно тянет влагу с торца, я решил защитить эту часть стальной пяткой. Эту деталь я заказал у токаря, выполнил травление и тоже покрасил. Пятку посадил на эпоксидную смолу. Что ж, копье готово. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.